Приветствую вас! В этом выпуске я расскажу об истории холеры. Если мой рассказ будет для вас интересным и полезным, подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки. Холера – острое инфекционное заболевание, которое характеризуется поражением тонкого кишечника, нарушением водно-солевого обмена, различной степенью обезвоживания из-за потери жидкости. Возбудителем заболевания является холерный вибрион – вибрио холера, который живет и размножается в симбиозе с веслоногими рачками, обитающими в пресной и соленой воде. Источником заболевания являются также заболевшие и бактерионосители, у которых холерный вибрион выделяется с фекалиями и рвотными массами. Холера получила прозвище «синяя смерть», потому что кожа человека может стать синевато-серой из-за чрезмерной потери жидкости. Все пандемии холеры распространялись по всему миру из долины Ганга. Этому способствовала постоянная жара, загрязнение речных вод и массовое омовение людей в водах Ганга во время так называемого праздника кувшина – Кумбха-мела. Масштабы этого празднества можно представить, если вспомнить, что в массовых омовениях 2007 года приняли участие 70 миллионов паломников. Хотя в Европе о холере писали еще Гиппократ и Гален, до XIX века заболевание локализовалось на юге Азии. И, что немаловажно, до начала XIX века, похоже, холера не передавалась от человека к человеку. Существует также предположение, что причиной пандемии стала мутация возбудителя холеры в 1816 году, происшедшая в Бенгалии. После извержения вулкана Тамбора в 1815 году в следующем году установилась аномально холодная погода. Наступил так называемый «год без лета», и вследствие этого, очевидно, состоялась указанная мутация. С 1817 года начинается волна непрерывных пандемий, которые унесли в XIX веке больше человеческих жизней, чем вспышка любой другой болезни. Задокументировано 7 таких пандемий. Распространению болезни способствовало усиление коммуникаций между различными частями света. В общем, то, что сейчас называют глобализацией. Первая пандемия происходила в 1817-1824 годах. Сначала холера вызвала эпидемию в самой Индии. Командующий английских колониальных вооруженных сил в этой стране генерал Гастингс написал в своем дневнике: «Страшная эпидемия, которая произвела столько опустошения в Калькутте и южных провинциях, появилась в лагере. Это вид холеры. Она постепенно поднялась по Гангу. Существует мнение, что вода прудов, а другой у нас нет, вредна и усиливает болезнь. Поэтому я завтра выступаю, чтобы достичь реки Пахудж, хотя мне приходится нести 1000 больных». Поход был ужасен вследствие огромного количества несчастных, падавших от внезапного нападения этой страшной болезни, и вследствие огромного количества трупов тех, кто погиб на телегах и должны быть сняты, чтобы очистить места для больных, которых еще мог спасти уход. 800 человек умерли со вчерашнего дня. Британские войска, торговый флот и военные суда разнесли болезнь по всему миру. В 1818 году болезнь охватила соседние области Китай и Цейлон. В 1819 году перекинулась в Японию. В том же 1819 году болезнь была обнаружена в Восточной Африке, далее в Аравии, Персии, Турции и Закавказье. В пределах Российской империи болезнь впервые появилась среди служащих Астраханского порта в сентябре 1823 года. Туда ее занесли из Баку, уже на излете ее эпидемической силы. В 1824 году первая пандемия холеры закончилась. Некоторые ученые считают, что это произошло из-за очень холодной зимы
1823-24 годов, вследствие чего холерные вибрионы погибли в водоемах пораженных стран за пределами Индии. Общее количество жертв первой пандемии холеры неизвестно, но об ее масштабах дает представление следующая цифра. Только в Бангкоке умерло от холеры 30 тысяч человек. Впрочем, не заставила себя долго ждать вторая эпидемия, бушевавшая в 1826-1837 годах. Распространялась она примерно теми же путями, что и предыдущая, но на этот раз холера в значительно большей степени охватила страны Европы и Северной Америки. Так, только во Франции погибло около 200 тысяч человек, в Англии более 30 тысяч. Несмотря на принятые меры, болезнь прорвалась в Нью-Йорк, где погибло более 3000 человек. Тяжело протекала болезнь в латиноамериканских странах. В ходе этой эпидемии были впервые зафиксированы холерные бунты. Около 40 тысяч человек участвовали в крестьянском восстании в Закарпатье. Поводом к нему послужили карантинные меры, предпринятые правительством Австрийской империи. Запрет на торговлю, ограничение передвижения населения, хлорирование воды, породившие слухи, что господа травят простой народ. Бунты начались даже в просвещенной Британии. Так в Манчестере среди собравшейся толпы носили обезглавленный труп ребенка, у которого врач отрезал голову для анатомических исследований. Толпа горожан сочла, что ребенка убили врачи холерного госпиталя, и собирались этот госпиталь разрушить. Однако наибольший размах холерные бунты приобрели в России. Здесь холера появилась летом 1830 года в связи с возвращением из Азии русской армии после нескольких лет войн, сначала с Персией, затем с турками. Первыми заболели жители Тифлиса и Астрахани, затем болезнь распространилась по всей империи. Центральная комиссия для пресечения холеры была образована в сентябре 1830 года. В крупных городах было решено развернуть временные холерные больницы. Возглавить борьбу с эпидемией царь поручил министру внутренних дел Арсению Закревскому, который предпринял очень энергичные, но по отзывам современников совершенно нелепые меры и всю Россию избороздил карантинами, парализовавшими всю хозяйственную жизнь страны. Тысячи людей и лошадей с товарными обозами задерживались у застав, высиживая карантин, а у тех, кто пытался пробраться через оцепление, приказано было стрелять. Эпидемию же остановить этими мерами не удалось. Неслыханные прежде запреты на передвижение вызывали недовольство всех сословий, порождали упомянутые холерные бунты. Народ не верил в целесообразность предпринимаемых правительством мер, носились слухи, что в карантинах отравляют людей, что доктора и начальство рассыпают по дорогам яд и отравляют хлеб и воду. Непонятно было, зачем хлорируются источники воды, и толпы народа хватали людей, хлорировавших колодцы, и заставляли их съедать хлорный раствор, чтобы доказать, что это не яд. Наибольшие восстания произошли в Севастополе, Тамбове и Старой Руссе. В Севастополе восставшим удалось на 5 дней захватить город, прежде чем бунт был подавлен. В Тамбове местный гарнизон отказался стрелять в восставших, а после подавления восстания губернский батальон стражи был сослан на Кавказ. В Старой Руссе Новгородской губернии бунтовали военные поселенцы. В Москву холера добралась в сентябре 1830 года. Торговля в городе совершенно прекратилась, нарастала паника. О том, что холера уже в Москве, в Петербурге узнали 24 сентября 1830 года. Уже через 3 дня император Николай отправился в Белокаменную, чтобы не допустить повторения чумного бунта. Император пробыл в Москве до 7 октября и сумел организовать борьбу с холерой, не допуская паники. Мужество государя вызвало положительный отклик у подданных, о чем свидетельствует стихотворение Пушкина «Герой».
В апреле 1831 года появились первые признаки холеры в Петербурге, вызвав здесь страшную панику. Внезапность действия болезни, ее ужасные симптомы и то обстоятельство, что она непосредственно развивалась после дурной пищи и холодного питья, породили мысль, что люди заболевают и умирают вследствие отравления, в чем участвуют доктора и полиция. А так как появление холеры в Петербурге пришлось на время польского восстания, то огромное большинство жителей столицы приписывало эти мнимые отравления непосредственному действию, а также подкупам поляков. Взволнованные толпы народа ходили по улицам, и всякого, кто им казался почему-нибудь холерщиком, били и истязали, нередко до смерти. Бунт в Петербурге остановил в присущем ему стиле сам Николай I. Когда толпа разъяренных повстанцев заняла Сенную площадь, к ней вышел царь. По словам Александра Бенкендорфа, государь остановил свою коляску в середине скопища, встал в ней, окинул взглядом теснившихся около него и громовым голосом закричал «На колени!». Вся эта многотысячная толпа, сняв шапки, тотчас приникла к земле. Далее царь обратился к людям, успокоил их, и инцидент был исчерпан. Третья пандемия датируется 1846-1860 годами. Она охватила почти все страны мира и характеризовалась чрезвычайно высокой смертностью – 80-90% заболевших. В 1847 году холера опустошила Одессу и Киев. В 1853-55 годах она свирепствовала во французской, английской и российской армии во время Крымской войны. Англию за эти годы холера посетила в 1850 и в 1853-54 годах. В 1854 году итальянский врач Филиппо Паччини определил, что возбудителем холеры был холерный вибрион. Однако его открытие не приняли итальянские врачи, поскольку оно противоречило господствующему учению о заражении миазмами через отравленный воздух, о котором я говорил в предыдущих выпусках. В том же году английскому врачу Джону Сноу удалось впервые определить пути передачи холеры. Он внимательно изучил вспышку холеры в районе улицы Брод-стрит в районе Сохо. Здесь на участке радиусом 500 метров с 31 августа по 10 сентября 1854 года от холеры умерло более 500 человек. Сноу выяснил, что они все пользовались водой из одной водоразборной колонки. Он выяснил, что в эту колонку просачивалась жидкость из выгребной ямы того дома, где до начала вспышки один ребенок болел холерой. На пивоваренном заводе, расположенном на той же улице, не заболел никто. Рабочие пили вместо воды пиво, а также на его территории был свой колодец. Как только по совету Сноу муниципальные власти сняли ручку на колонке, болезни сразу же прекратились. Это событие окончательно положило конец миазменной теории распространения эпидемий и способствовало развитию бактериологии. Четвертая пандемия происходила в 1863-1875 годах. На этот раз первой жертвой эпидемии стал Египет, откуда торговые корабли разнесли болезнь по всей Европе. И в дальнейшем, после завершения строительства Суэцкого канала в 1869 году, Египет стал основным перевалочным пунктом для распространения инфекционных болезней из Индии. Особенно тяжело в этот раз пандемия протекала в Российской империи. Коль скоро болезнь шла из Египта, естественно, пандемия началась в Одессе и охватила в первую очередь южные губернии, территорию нынешней Украины, а также Закавказье. Болезнь свирепствовала в России в 1870-73 годах, причем только в 1870 году умерло более 238 тысяч человек. Пятая эпидемия 1881-1896 годы впервые началась не в Индии, а в Египте.
Наибольшие жертвы были в России – более 200 тысяч, Испании – 120 тысяч, Японии – 90 тысяч и в некоторых южноамериканских странах. В Германии особенно тяжело проходила болезнь в портовом городе Гамбург. В России снова происходили холерные бунты, однако теперь основным объектом ненависти бунтующих стали врачи. Основной причиной было, по сути, недоразумение. Дело в том, что в холерных бараках почти никогда не хватало места, и больных сразу же после смерти грузили в подводы, закрывали полотном и везли на кладбище. Однако большая потеря жидкости при холере приводила к тому, что в течение получаса после смерти у трупа развивались посмертные сокращения мышц. Взъебались и разъебались руки, труп мог переворачиваться и даже садиться. Наблюдатели, видевшие движения увозимых на кладбище, были убеждены, что врачи хоронят живых людей и выполняют задания правительства об уменьшении количества голодных ртов. Толпы невежественных людей и религиозных фанатиков растерзали более 400 медицинских работников. В 1883 году во время экспедиции в Индии немецкий ученый Роберт Кох, независимо от Филиппа Пачини, вновь открыл холерный вибрион. А в 1892 году бактериолог Владимир Хавкин открыл безопасную для человека вакцину от холеры. Назначенный главным бактериологом правительства Индии, он успешно производил вакцинацию жителей этой страны. Однако существенным недостатком этой, равно как и других типов вакцин от холеры, было то, что она не давала иммунитета на всю жизнь, и ее действие постепенно затихало. То есть для полной гарантии от заболевания следовало проводить эти вакцинации регулярно, хотя бы раз в год, что не очень удобно. Шестая эпидемия холеры продлилась дольше предыдущих, с 1899 по 1923 год. Однако на этот раз болезнь бушевала преимущественно в Индии, где погибло 800 тысяч человек. На Ближнем Востоке, в Северной Африке, Афганистане, Иране охватила Османскую империю. Однако в Европе и Соединенных Штатах отмечались лишь отдельные случаи вследствие значительного развития общественного здравоохранения. Более 500 тысяч человек погибли в России, однако несомненно, что в условиях революции, мировой, а затем гражданской войны иначе и быть не могло. Следует отметить, что советское правительство предприняло достаточно энергичные и эффективные меры по борьбе с холерой, и болезнь была прекращена. В 1926 году власти объявили, что холера в СССР полностью изжита. И, наконец, в 1961-1975 годах проходила седьмая эпидемия холеры. На этот раз пандемия была вызвана новым штаммом, получившим название Эль-Тор. Началась в Индонезии и распространилась на Бангладеш и другие страны. В августе 1970 года эпидемия началась в Астрахани, Одессе и Керчи. Наиболее сложная ситуация была в двух последних городах. Они были курортными, и вспышка холеры совпала с пиком туристического сезона. Вследствие этого заболевания появились в различных городах Советского Союза. Поэтому для всех отдыхающих был введен режим обсервации, и лишь после него они получали разрешение на выезд. Учитывая инкубационный период холеры, обсервацию сделали пятидневной, во время которой людей держали в чистых школах, техникумах, пансионатах и пионерских лагерях под строгим наблюдением медицинского персонала. Для обсервации использовали даже поставленные на тупиковые пути пассажирские вагоны. В Одессе для этих целей задействовали морские суда Черноморского пароходства, включая круизные теплоходы Шатар-Руставели и Тарас-Шевченко. Во время вынужденного нахождения на обсервации было зарегистрировано более 200 случаев побега, однако все они были пресечены силовиками. Для бегства из карантинной зоны пробовали использовать рыбацкие лодки
и другие маломерные плавсредства. Наиболее резонансный случай произошел в Керчи, где водитель местной птицефабрики на служебном автотранспорте пытался тайно вывезти из карантинной зоны, причем исключительно иногородних. Виновному дали полгода исправительных работ. Недовольство иногородних пошло на убыль только после 23 августа 1970 года, когда распоряжением Совета министров СССР всем, вынужденно находящимся в зоне карантина, были продлены командировки и отпуска с сохранением заработной платы. Всего за август-сентябрь через обсервацию пропустили около 180 тысяч человек, и такой строгий карантинный режим дал свои плоды. После первых вспышек холеры, которые обнаружили по всей стране в начале августа, больше вывоза заражения из карантинных зон не последовало. Короче говоря, вспышка холеры была успешно пресечена. Еще одной особенностью последней пандемии была чрезвычайно низкая смертность, не превышавшая 2%, а в СССР во время вспышек меньше 1%. Здесь следует отметить, что мы до сего времени все еще живем в реальности седьмой пандемии холеры, и вспышки в отдельных регионах постоянно повторяются. Время от времени вспышки холеры отмечаются в Индии и в развивающихся странах, где по-прежнему существует дефицит чистой воды: Замбии, Демократической Республике Конго, Зимбабве, Сьерра-Леоне, Судане, на Гаити и в других государствах. Ныне холера прекрасно лечится антибиотиками, и в случае своевременного начала лечения больные, как правило, выздоравливают, хотя у некоторых штаммов холерных вибрионов сформировалась устойчивость к отдельным группам антибиотиков. Впрочем, о способах лечения и предупреждения заболеваний холерой путем вакцинации можно снять отдельный ролик, однако мне, как историку, это менее интересно. Итак, рассказ об истории холеры завершен. Если рассказ был интересным и полезным, подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки. До свидания.